Всем привет! Меня зовут Елена. И сегодня я продолжу показывать свой стеллажик. Покажу вам сегодня вторую полочку. Первую, третью я уже показала. Вот. И сегодня хочу предоставить вашему вниманию вот мою вот эту вот вторую полочку. Начинаю показ с самого уголка. Вот в уголочке у меня стоит такой пилорик, он без названия. Вот его розетка. Этот пилорик с цветоносом из точки роста был при покупке. Вон он там. Вот, покупала я его в 2020 году с плохими корешками. Она пришла ко мне подмороженная. Вот, и, честно говоря, я думала, что она не выживет, потому что, когда я ее достала из горшочка, там оставался всего один более-менее здоровый корень. Все остальное уже было такое или подсохшее, или полусгнившая. Я ничего не стала чистить, просто достала ее и пересадила в другой грунт. Ну, она быстренько адаптировалась, вот, и начала мне выбрасывать цветоносы. Это ее уже третье домашнее цветение. Деток у нее пока нет. Очень надеюсь, что она все-таки мне выдаст детку, но пока она только цветет. Цветоносы я и не обрезаю, так что она у меня их доращивает, выпускает новые. Вот здесь даже видно, что она продолжает свое цветение, то есть она распустила вот эти цветочки и теперь доращивает веточки. И вот здесь вот тоже цветоносик, он тоже вот будет еще бутончик, может несколько. Цветочек очень крупный, такой красивый рюшистый, большой колокольчик. Она не похожа на мою Женеву. Вот это совершенно разные цветочки. Я как-нибудь потом вместе их поставлю, покажу вам различия. Но тоже очень красивый пилорчик, очень мне нравится. У него такие бутончики крупные и цветочки такие, как бочечки, такие красивые. Цветонос весь набитый. Тут между цветочками расстояние короткое, поэтому они вот друг на друга находят и друг друга сплющивают немножко. Но все равно. В общем плане это очень красиво смотрится. Рядом с ней стоит вот такой фаленопсис. Это Fuller's Mask Smile. Это его второе, по-моему, домашнее цветение уже. Тоже довольно крупный цветок. Симпатичное растение, очень красивые у него вот эти вот темные, такие темно-темно-бордовые штрихи на белом фоне и малиновая губа. Вот так вот это все смотрится. Снимаю против света, извините, по-другому не получается. В этом цветении он мне выдал 4 цветочка, таких крупненьких. Покупала я его подросточком в размере 2,5, пересадила в мох с добавлением коры. И вот так вот он сидит. Горшочек небольшой, 9 сантиметров, по-моему. Вот, и розетка уже довольно-таки большая. Вот так вот он смотрится. Я его купила и посадила с другим фаленопсисом, потому что мне показалось, что у них цветение одинаковое. Но, как оказалось, у них другой, разный биологический ритм, и они друг друга подавляли. Даже не подавляли, а у них потребности были разные. У одного фаленопсиса потребность в воде была выше, чем у другого. И получается, мне неудобно было их поливать, и я их рассадила из этой групповой посадочки. И теперь они живут у меня сами по себе. Каждый. Вот тут вот такой всплеск. Окантовка такая пошире получилась. Но я думаю, что когда он будет пышно цвести, будет очень красиво. Тут на заднем плане стоит Pink Dream. Очень капризная орхидея. Вот как вы можете видеть, она сушит бутончики. Это ее уже не первое цветение. Она у меня в коллекции давно. Но каждое цветение она у меня высушивает бутоны. Уже замучилась я с ней, если честно говоря. Она меня уже начинает раздражать немножко. Но у нее есть свойство доращивать цветоносики. И в основном получается пышное облачко. Цветочек меленький, но очень симпатичный. Такой вот нежный, белый с розовым.
Красивая, конечно, орхидейка, но многие на нее жалуются из-за вот такой вот его капризного характера. Она пока еще только начинает распускаться, сидит на фитиле. Вот ее розетка, уже такая крупная. Так, тут ничего не видно. Сейчас я попробую. Вот ее горшок, она сидит уже в 14 горшке на фитиле. Вот фитиль работает, я ее поливала дня 2 назад, корешки еще влажные, мокрые, и водичка на дне есть. Она тянет фитилем эту водичку, вот, и сама себя питает, скажем так. Одной из причин отсушивания бутонов может быть пересушка растения. Я ее пропустила ей полив, получается, и она засушила 2 бутона. Вот один еще остался, один сегодня отвалился. Так что, если она у вас есть, мне кажется, ее нужно поливать, когда корешки у нее еще не совсем высохли. Вот рядом с ней стоит вот такая моя уценочка. Я ее купила в магазине. Я думаю, что это орхидея Air Lip. Против света, конечно, не очень хорошо видно. Она только начинает распускаться. Распустила 3 цветочка. Вот еще ее бутончики. И вот. Очень интересная рюшистая такая фактура у нее. Пятнышки эти темные на белом фоне. Очень красиво смотрится. Цветок у нее не очень крупный, где-то сантиметров 7. Но, возможно, он еще подрастет. Цветы, возможно, еще подрастут. Вот. И когда откроется, наверное, будет пышное облачко, будет довольно симпатично выглядеть. Эти рюшки красивые такие вместе с губой. Очень интересно смотрится. Немножко я поменяла положение. Сейчас попробую, может быть, так будет лучше видно. Вот она такая рюшистая, красивая. Мне пока нравится. Вот ее розетка. Я ее не пересаживала. Купила ее с плохими корешками. Сейчас я к ней, конечно, не подлезу. Вот. Ну и так оставила. Она нарастила поверх вот этих вот сгнивших, отсушенных корней новые корешки. И благополучно зацвела у меня. Еще забыла показать, у меня вот здесь вот растет детка на пеньке. Я омолодила орхидею одну, но омолаживала не потому, что она у меня разрослась сильно, а потому что она у меня потеряла сразу 5 листьев. И я перепугалась, что что-то с ней не так. Вот был голый стволик с листочками, и я решила отрезать. Я ее сейчас вам покажу. Пока не буду называть, но деточка растет, я ее не продаю. Вот, потому что хочу сохранить в коллекции это растение, если вдруг чего. Эта орхидейка называется Брион. Бабулетка. Пилоричная форма у нее. Она у меня тоже с цветоносом из точки роста. Я ее также так покупала. Сейчас попробую показать. Вот цветоносик из точки роста. И покупала ее уже с одной деткой. Она у меня выдала еще одну детку. Вот с этой деткой я ее купила. Вот эта детка. А вот эта вот детка у меня уже вымахала. Вот ее листики. Вот она такая огромная уже. И эта детка выдала 2 цветоносика. Мутация сохраняется не на всех лепестках пока. Но это возможно из-за того, что орхидея молодая. Вот это первое ее цветение. Именно детки. Возможно, в следующих цветениях, конечно, будет стабильней, но это не факт. Такой красивый у него коричневатый цветочек. И вот еще один третий цветоносик. Здесь мутация полная, пока раскрывается. Вот с таким даже зеленоватым оттенком. Мне нравится. Цветок у нее не мелкий. Цветок сантиметров 6,5, наверное, 7 в диаметре. И он растет еще. Вот такая красивая бабулеточка. Аромата я пока не слышу ее. И у нее получается 3 цветоноса. На их 3 получается, на маму и на 2 детки. Мама не цветет.
Мама растит детей, а детки вот в свое удовольствие растят. Одна детка вырастила 1 цветоносик, а вторая 2 цветоносика. И вот такая вот красотища. Когда откроются все бутончики, я обязательно покажу вам это цветение. Мне очень нравятся бантики эти все. Красивые. Я ее после покупки тоже не пересаживала. Вот она у меня сидит в таком ведерке, получается. Девочка ее мне продала из частной коллекции. Сама сажала. И я ее не пересаживала. Вот еще у меня одна красота такая есть. Это тоже бантик. Сорт называется Сара Блаш. Очень я ее люблю. Вот как раз детку от нее я вам и показывала пару минут назад. У меня в коллекции был клещ. Вот, возможно, из-за обработок эта розеточка, вот это ее розетка, это верхушка получается омоложенная. Возможно, из-за клеща розетка начала сбрасывать, орхидейка начала сбрасывать свои листочки. И отжелтила сразу 5 штук. Это было, конечно, очень страшно. Я боялась ее потерять. Но сверху были корешки. И поэтому я ее чикнула, посадила в другой горшочек, а пенечек оставила. Вот пенечек дал ту детку. А мамочка благополучно, верхушка благополучно прижилась. И вот выдала мне цветение. Это ее уже 3-е цветение получается у меня. Тоже такие бантики красивые. Неоновая окраска у нее очень симпатичная. Очень она мне нравится. Сидит она в классической посадке. Сейчас попробую к ней подобраться. Вот ее горшочек. На дно горшочка я положила керамзит плагрон и посадила в кору вперемешку с серамисом, и сверху уложила мох. Вот так выглядит сейчас эта розетка. И вот эти вот красивые бантики. Она не ароматная, но мне это и не важно. Покупала я ее в обычном магазине, названия не было, но все ее опознали как Сару Блаш, поэтому я ее подписала Сара Блаш. Вот эта красота называется Hermosa Rose. Эту орхидейку я покупала через интернет в своем городе. У девочки, которая продает голландцев. Ну, она, в принципе, и азиатов тоже возила раньше. Сейчас я не вижу, чтобы она занималась орхидеями. И в миксе с голландскими растениями у нее пришла палета вот этих вот, этого сорта. Ну, я, естественно, конечно, успела забронировать. Мне повезло. И купила ее. Она очень красивая. Это Hermosa Rose. Хотя мне многие говорят, что это Dream Diamond. Но, возможно, это один и тот же сорт. Просто у разных поставщиков разные названия. Вот эти лампы, конечно, против света плохо видно. Она у меня открыла только 3 цветочка. Вот 4-й раскрывает. И еще один бутончик остался. Тоже посадочка сидит на фитиле. Вот ее горшочек. Ну, конечно, тут через стенки кашпо плохо видно. Ну вот фитиль, водичка еще чуть-чуть есть тут. Тоже натягивает водичку корешкам, и корешки хорошо пьют. Очень нравятся мне эти посадки последнее время. Она у меня болела, у нее был то ли хлороз, в общем, каких-то микроэлементов не хватало. Она у меня шла пятнами, и отмирали листочки молодые. И я ее обрабатывала хелатом железа. Вроде все прошло. Листочки растут зеленые, красивые. Все с ней хорошо. Тоже, когда полностью откроется, я тоже ее еще раз вам покажу. За ней вот стоит орхидейка Юло. Ее я покупала в местном магазине. Как обычно, зашла за продуктами, и вот она стояла, такая красота.
Это было в 2017 или 2018 году, я не помню уже. Ну, естественно, я ее схватила и за продуктами побежала вместе с ней, чтобы ее никто не забрал. Вот она тут отсушивает уже один цветочек. Орхидея красивая, у нее крупный цветок, но я никак не могу сформировать ей красивые каскады. Она как-то вот цветы все в разные стороны растит, цветоносы тоже все в разные стороны, и мне приходится их собирать вот в такую вот кучку. Все, надеюсь, что когда-нибудь у меня получится красивый каскадик, и цветочки будут красиво не спадать. Я ее в том году тоже вот пересадила, вот ее голубой горшочек. Пересадила из закрытой системы вот в такой горшочек с автополивом. Сюда водичка, ну не с автополивом, там внизу просто дырочки, я доливаю водички, и она тоже выпивает. На дне керамзит, кора, и в субстрате тоже перемешку кора и мох сфагнум. Вон ее розеточка. Так, на переднем плане вот стоит такая орхидейка, очень ароматная. Она была без названия, тоже обычный микс. И в народе ее прозвали то ли продавцы, то ли покупатели рыжая бестия. Их шла целая партия, их было очень-очень много. Она была такая яркая, что вот ей дали такое название интересное. Цветочек восковой, пахнет невероятно сильно, очень приятно. Какие-то такие цитрусовые нотки. Но вот я хочу сказать, она у меня зацвела первый раз. Это первое домашнее цветение ее. И я сейчас слышу нотки ладана. Почему? Не ладана даже, а, наверное, вот свечек или воска. Такой какой-то приятный, интересный аромат. Вот такая вот она рыжуля красивая. Вот эти вот полоски, я даже не знаю, что это такое. Ну, как серебристое. То ли кто-то ползал по ней, то ли не знаю, что это такое. Оно не отмывается. То ли это цветок такой распустился. Я пыталась оттереть, но не получается. Вот эти вот какие-то непонятные полосочки. В принципе, если она будет пышненько цвести, будет очень такое красивое красное облачко. Наверное, в паре с Будда Трежа с моим будет очень интересно не смотреться. И губка у нее тоже такая же неоновая, похожа на него. Ну, посмотрим. Будда Трежа у меня пока еще растит цветоносик, как я в прошлом видео говорила. Я жду его цветочков. Так, вот еще один такой красавец у меня есть. Я включила подсветочку пока. Потом без подсветки еще покажу. Это орхидея Фокус. Я когда-то покупала тоже в голландском миксе такую орхидею. Она была без названия. Но у нее невероятно пышное цветение, огромные цветы просто. И вот эти вот штрихи меня просто завораживают. Она такая темно-темно-фиолетовая. Вот я подсветочку выключила. Ну, тут, конечно, зацвечивают эти все темные цвета. Они не передаются телефоном. У нее 5 цветочков. И после того, как я купила в голландском миксе ее, она у меня очень пышно цвела, но я ее продала. Мне нужно было распродать коллекцию в одно время, оставить часть какую-то, потому что я надолго уезжала, и некому было за ними ухаживать. И в эту распродажу попал и этот сорт. И я за ним потом очень долго скучала. И азиаты стали возить, предлагать эти орхидеи. И я сначала не решалась покупать его, потому что там были варианты цветения. И девочки, кто купил, у большинства процвели не так, как вот вы видите на экране, а совершенно другие. Однотонные расцветки были, либо темные, либо более светлые. А потом увидела в продаже, девочка из своей коллекции уже продавала его, и я с удовольствием купила. Вот. Ой, тут вообще, наверное, темно. Вот такой красивый цветочек. И крайняя орхидейка в этом видео. Вот такая невероятная бабочка. Это Cherry Bomb ES2.
Очень она мне нравится. У нее очень крупный рюшистый цветочек. Очень красивая. Пока пышного цветения у меня не было. Розетка у нее маленькая. И растение постоянно болеет. Я все пытаюсь ее вылечить. У нее то ли хлороз, то ли я не знаю что. Я покупала ее, как сказала, с частной коллекции. И, видимо, купила ее с клещом. Она заразила всю мою коллекцию, получается. Хотя я обрабатывала после покупки, но, видно, недостаточно. Вот здесь вот даже есть следы клеща. Включила подсветочку, вот вы можете видеть следы клеща, которые я обнаружила слишком поздно уже и начала обработки. Вот такие у нее пятнистые листья. Это то ли от клеща, то ли хлороз так проявляется. Не знаю, в общем, я сейчас ее лечу препаратами с магнием, также с железом. Купила у девочки, которая занимается этими пестицидами всякими, и пытаюсь вылечить. Ну вот у нее такие светлые листья, явно ей не хватает каких-то микроэлементов, видимо, не усваивает. Посадочка, корешки, нужные элементы, поэтому я по листикам опрыскиваю, чередуя хелат железа и сульфат магния. Надеюсь, с ней все будет хорошо. И периодически обрабатываю ее от клеща. Там у меня даже порошочек я засыпала. Не помню название какое-то. Серу, по-моему, я засыпала коллоидную. Так вроде живности никакой нет, капелек. Капельки у нее не выделяются, но вот эти вот пятна, они меня смущают очень. Но молодой листик растет без пятен, но все равно он какого-то такого странного желтоватого цвета. Поэтому она у меня в обработке. И я вот даже тут отмечаю, чем я лечу ее. Брексил — это препарат с сульфатом магния, а хелат феррум это хелат железа. В общем, вот такие у меня орхидейки на второй полочке живут. Всех показала, обо всех рассказала. Всем спасибо за внимание. Всем хорошего настроения, здоровья крепкого. И пока-пока.